Здравствуйте! Мы продолжаем с вами занятия в рамках нашего возрастно-психологического блока. И наша с вами тема является сейчас продолжением нашего обсуждения эпигенетической теории развития Эрика Эриксона. Мы с вами на предыдущем занятии обсуждали период юности, период подростково-юношеского возраста, и как раз говорили о том, что центральной проблемой этого возраста, как бы центральной задачей, которую решает человек на этом возрастном этапе, является ответ на вопрос «Кто я такой?», то есть построение некоторой вот этой вот системы идентичности личности. И мы говорили о том, что действительно вот эта вот, так сказать, ситуация, да, прохождения кризиса идентичности, она фактически как бы вот растекается на несколько таких вот аспектов, да, как бы несколько рукавов реки возникает, когда человек решает для себя, так сказать, задачи, связанные с различными как бы частями, да, вот этой вот системы идентичности, да, и какие-то вот различные социальные роли, половые роли, да, и, так сказать, временная регуляция жизни, и как бы некоторая такая система представлений идеологического и религиозного плана. И как раз вот каждую из этих, так сказать, частей прохождения подростково-юношеского кризиса можно разобрать как бы вот в рамках вот этих полюсов, да, плюс-минус. То есть по каждому из аспектов формирования идентичности можно как бы оказаться, да, вот взрослеющему человеку на положительном или отрицательном полюсе или где-то в каком-то промежуточном диапазоне. И Эриксон как бы вот пытается определить, что же такое идентичность, как он может ее сформулировать, да? И, наверное, наиболее краткое такое и простое, да, определение – это то, что идентичность – это чувство непрерывной самотождественности. Вот я – это, да, это я это то, что для меня ценно, я – это то, как я себя ставлю в группе, да, как я себя веду, как я себя осознаю в различных, так сказать, аспектах своей жизни. Вот, наверное, такая в целом вот получается концепция, да, концепция этой идентичности. И Эрик Эриксон уже на самом деле вот в 60-е, 70-е годы, когда он публиковал различные варианты своей вот этой периодизации, он ее переосмыслял, дополнял. Вот сейчас мы как раз обратимся к ранней взрослости, молодости, зрелости, да, ранней зрелости. Там как раз вот у него возникала задача переосмыслить возрастной диапазон этого периода. И он отметил, что вот разные люди вот в индивидуальном, так сказать, аспекте, да, разные люди проходят очень по-разному вот этот юношеский кризис, кризис самоопределения. И есть тенденция, которую как раз Эриксон отметил, что некоторые личности, они как бы замораживают или как бы приостанавливают свое развитие и формирование своей идентичности, и при этом они могут выйти, в общем-то, существенно за рамки хронологии этого возраста, да, то есть вот мы говорили о том, что это возраст примерно с 12 до 20, некоторые люди могут затянуть свое взросление за пределы этого периода. Почему? Потому что, может быть, им трудно ответить для себя вот на этот вопрос, кто же я есть. Ну и в частности, вот Эрик Эриксон в качестве примера приводит такую личность, как Бернард Шоу, один из его любимых писателей. И он говорит, что вот Эриксон обозначил это понятие как мораторий, то есть вот как бы запрет на вот какое-то развитие, какое-то продвижение. И он говорит, что вот в биографии Бернарда Шоу был такой период, в общем-то, довольно длительный, когда он решал, вообще как бы вот выступает он как писатель или нет. Публикует он уже написанные произведения, которые впоследствии сделали его имя знаменитым, или не публикует, или это ерунда, которую надо уничтожить и заняться чем-нибудь другим.
То есть вот такого рода как бы задержки развития довольно характерны для людей одаренных, когда они долго пытаются самоопределиться, а кто же они все-таки такие, какой выбор сделать в жизни, и такого рода явления можно наблюдать. В принципе, мораторий может быть и в каких-то других ситуациях человеком как бы вот установлен, да, так сказать, предпринят такой мораторий, да, потому что возникают какие-то, возможно, затруднения в развитии, какие-то события, да, там, драматичного, там, травматического там, какого-то, так сказать, плана. Да, вот самые разные факторы могут замедлить это развитие. И это надо обязательно принимать во внимание. Так вот Эриксон уже ввел вот это понятие моратория, которое впоследствии уже, так сказать, следующее поколение психологов, в частности его последователи, развивали как очень важное такое вот явление, как очень важное понятие. Давайте двигаться дальше. Значит, вот мы с вами еще вернемся к этим проблемам, связанным с мораторием и с кризисами идентичности. Но давайте продвинемся дальше и обозначим следующие периоды, которые описывает Эрик Эриксон. И, наверное, важно отметить, что из возрастных психологов XX века вот Эрик Эриксон действительно впервые, да, он был первым психологом, который предложил периодизацию человеческой жизни на весь период человеческой жизни. Да? Не только от младенчества до подростково-юношеского возраста, а и на, так сказать, вот, взрослые периоды. И как раз следующий период – это то новое, что Эриксон привносит. Это период ранней зрелости или молодости, или вот еще говорят ранняя взрослость. Первоначально он хронологию этого периода обозначил 20-25 лет. Впоследствии это, в общем, некоторое такое очень важное движение вообще, так сказать, в культуре вот так называемых цивилизованных стран. Этот возраст он вынужден был продлить до 35 лет. То есть как бы в более поздних вариантах периодизации Эриксона ранняя взрослость – это период 20-35. Почему? Потому что действительно вот во второй половине XX века в особенности просто на глазах у психологов возникало такое явление, как то, что люди как бы затягивают свое самоопределение и профессиональное, и семейное. То есть люди все дольше и дольше выбирают вообще в каком, так сказать, направлении развивать свою карьеру. Они могут получать несколько образований. Если говорить о семейных отношениях, да, создании семьи, то опять же люди могут отодвигать на достаточно длительный период создание семьи или же рождение детей, если эта семья, скажем, создана в относительно ранний, так сказать, да, вот возраст в диапазоне вот этой вот ранней взрослости. То есть вот это те явления, которые носят достаточно массовый объективный характер, и вот Эриксон вынужден был, так сказать, пересматривать границы возраста. Какова задача, которую решает, так сказать, человек на этом возрастном этапе? Да, тот вопрос, который начинает сам себе задавать человек, как бы отвечая на ожидания культуры, на ожидания общества, это вопрос, который звучит примерно следующим образом, и он перекликается с младенческим периодом. Он звучит примерно так. А могу ли я настолько доверять другому человеку, чтобы вместе с ним идти по жизни? И вот здесь как раз вот все то, что было сформировано с плюсом или с минусом в предыдущие периоды развития, все это начинает как бы ну, вот оживать, да, вот это вот, скажем, базисное недоверие, витальное недоверие к окружающему миру, которое, возможно, было сформировано на самом-самом раннем периоде развития, на младенческом периоде развития, да, вот оно начинает вдруг, так сказать, себя проявлять, и у человека возникает какая-то тревога и страх в отношениях доверия, в отношениях, так сказать, именно вот такой близости и интимности, и психологической, и физиологической с другим человеком. Фактически Эриксон здесь говорит о том, что вообще-то в культуре, да, есть такое ожидание, что человек создаст семью. Да? Психологически для Эриксона это означает, что человек отвечает для себя вот на этот вопрос. А насколько я могу доверять другому человеку, настолько ли, чтобы вместе с ним идти по жизни? Да? То есть могу ли я иметь близкие, интимные отношения? И это, безусловно, относится не только к созданию семьи, но и к отношениям дружбы,
товарищества, соратничества, которые тоже подразумевают некоторое доверие, особенно если вот в современной, так сказать, реальности речь идет о создании какого-то совместного бизнеса, как бы о каких-то совместных разработках, да, совместной работе по вот, так сказать, созданию там чего-то нового и так далее, да, и, в общем-то, вот это вот такой, так сказать, целый комплекс проблем, которые решает человек на этом этапе, и, опять же, здесь, безусловно, можно решить эти вопросы, да, с плюсом или с минусом. Если, да, человек, в общем-то, отвечает, да, для себя на эти вопросы, что да, я могу настолько доверять другому человеку, чтобы идти с ним вместе по жизни, да, человек создает семью, человек начинает какой-то уже профессиональный цикл своей жизни, а это тот период, когда действительно человек уже получает какое-то образование профессиональное, делает какой-то профессиональный выбор и начинает карьеру. И, в общем-то, вот здесь, безусловно, вот это доверие, да, оно является очень важным и значимым, да, то есть возможность и способность устанавливать, так сказать, отношения, доверие, так сказать, с другими людьми, отношения там дружбы, соратничества, какой-то совместной деятельности, да, отношения, связанные с созданием семьи, да, то есть это вот уже отношения собственной любви. И при, так сказать, позитивном выходе из этого кризиса мы с вами видим, что действительно человек зачастую и создает семью в этот период, да, и, значит, вот начинает какой-то свой карьерный путь, свой трудовой путь профессиональный, да, и достигает на этом пути каких-то определенных результатов. Негативный полюс, который здесь отмечает Эрик Эриксон, это полюс изоляции и одиночества. То есть человек, которому не удается вот как бы сформировать вот это доверие по отношению к окружающим людям, доверие особенно по отношению к тем людям, которые вот вызывают у него какое-то желание, да, сблизиться с ними, но возможно, что он тревожится и страшится этих отношений, да, все это может действительно приводить к тому, что человек на этом периоде самоопределяется вот ближе к негативному полюсу, который здесь обозначает Эрик Эриксон, да, то есть позитивный полюс – близость, интимность, негативный полюс – изоляция. И тогда вот как бы вот при формировании, да, личности ближе к этому полюсу изоляции у человека могут возникать какие-то вот патологические такие, да, вот явления типа чувства своей исключительности, какие-то базисные такие антипатии к окружающему миру, к окружающим людям. И, в общем-то, действительно это может сыграть достаточно негативную роль и в дальнейшем, и, в общем-то, подпортить человеку жизнь в будущем. Да? Если связывать вот тот материал, который мы с вами сейчас обсуждаем, с предыдущими уроками, которые были посвящены, скажем, теории привязанности, то вы понимаете, что, конечно, вот как бы такое нарушенное формирование привязанности, оно имеет самое близкое отношение к вот этому самоопределению на этом периоде, ближе к полюсу изоляции, одиночества, либо какому-то такому, так сказать, противоречивому конфликтному существованию. Следующий период, который обозначает Эрик Эриксон, это период зрелости. Соответственно, хронологические рамки этого периода – это, вот давайте возьмем более позднюю периодизацию, да, с 35 до 65 лет примерно. То есть это длительный, так сказать, большой период жизни, который Эриксон называет зрелость. Такое более новое, так сказать, название, да, это период средней взрослости, это как бы вот возрастная психология последних десятилетий более, так сказать, часто используется это понятие, да, средняя взрослость или зрелый период, так сказать, жизни. Значит, что здесь как бы встает как некоторая такая задача развития? И эта задача, опять же, как бы вот так вот подразумевается ожиданиями социума, да, ожиданиями культуры. В общем-то, человек здесь в этом периоде действительно достигает некоторой вершины своей жизни. И Эриксон говорит о том, что человек начинает ставить себе, так сказать, вопросы типа таких, да, а что означает моя жизнь к сегодняшнему дню?
как моя жизнь вообще, так сказать, вот влияет на, так сказать, текущую жизнь и на жизнь будущих поколений, да? Что я могу и что я собираюсь делать с оставшимся мне, так сказать, периодом жизни. То есть вот человек начинает задавать себе вопросы о значении того, что он уже сделал к этому моменту, о том, как он может использовать оставшееся ему время жизни с пользой, да, какие задачи он может перед собой поставить. И здесь как раз он говорит о том, что имеют место вот эти вот две возможности, два полюса, так сказать, которые будут задавать координаты решения этой задачи, решение вот этой задачи развития, действительно вот оказать какое-то влияние на жизнь будущих поколений, сделать что-то значительное в своей жизни. И позитивный полюс, который обозначает здесь Эриксон, он его называет генеративность или творчество, или производительность. То есть человек, вот эту вот генеративность, он ее, так сказать, реализует в какой-то деятельности активной, да, вот в соответствии с каким-то осмыслением своей жизненной задачи, своего призвания и в соответствии с оценкой того, как прошли, так сказать, предыдущие периоды его жизни. Здесь есть очень разные варианты, так сказать, проявления дегенеративности. Безусловно, что здесь может звучать, так сказать, профессиональная тема, то есть человек, скажем, в своей профессиональной жизни создал какую-то организацию, какое-то дело, да, вот бизнес какой-то, да, задача продолжать развивать этот бизнес, да, или человек занимался научной деятельностью, научным творчеством, и у него, так сказать, возникают какие-то результаты, его задача как бы вот в продолжении его вот этой научной деятельности, так сказать, в получении каких-то новых результатов в логике того, что он делал ранее, да. Если речь идет, допустим, о домохозяйке, да, о матери семейства, то, безусловно, ее влияние на окружающий мир состоит в том, что она воспитала детей, эти дети уже начинают взрослеть, как правило, в среднем, да, в этом возрастном периоде этой женщины, допустим, да, или вот этого отца семейства. И действительно вот то, каким образом человек оказывает влияние на жизнь будущих поколений, связано с самоопределением этих детей, с тем образованием, которое они получают, с вот заботой о том, какое решение они примут в своей будущей жизни и так далее. Да? И, безусловно, вот эта вот забота, которая является важной добродетелью этого периода, она может включать и то, что вот в частности западные психологи, они назвали ситуацией двойной ответственности. Эта ситуация в жизни взрослого человека связана с тем, что это вот тот период, зрелость, да, вот эти вот 35-65, это тот период, когда собственные дети подходят к какому-то порогу взрослости и начинают принимать самостоятельные решения, да, и в то же время родители вот этих людей в возрасте зрелости, да, 35-65, они уже стареют, они уже зачастую начинают нуждаться в заботе, внимании и какой-то опеке, да, и вот это вот та самая ситуация двойной ответственности, которая заключается в том, что нередко, да, и, так сказать, взрослеющие дети спать не дают, да, и нагрузка вот по заботе, опеке и вниманию к своим стареющим родителям, она тоже, в общем-то, возрастает. Итак, значит, вот позитивный полюс самоопределения в этой задаче, в этом периоде жизни, да, это генеративность творчества. Безусловно, есть и негативный полюс, который Эриксон обозначил как стагнацию или застой. То есть человеку не удается найти как бы вот возможности, пути реализации именно какого-то вот такого генеративного, производительного начала своей жизни. Не удается получить какие-то осмысленные результаты, которые, в общем-то, будут согласовываться с тем смыслом жизни, о котором, так сказать, человек, в общем-то, как-то отдает себе отчет. И надо еще, наверное, напомнить, да, что вот еще один представитель тоже психодинамического подхода, это Карл Юнг, он действительно говорил, что вот это тот период, когда наблюдается нередко вот этот кризис середины жизни, который связан с кризисом индивидуации, то есть человек действительно начинает, так сказать, все больше и больше задавать себе вопрос, кто же я такой, в чем значение моей жизни, в чем смысл, вообще реализую я этот жизненный смысл или не реализую. Да? И зачастую человек здесь может действительно переживать довольно серьезные какие-то кризисные
состояния. И эти кризисные состояния как раз, в частности, выявили некоторые лонгитюдные исследования взрослых людей, о которых у нас речь впереди. Для Эриксона же, так сказать, это вот такой длинный 30-летний фактически период, когда имеет место вот это искание вот этой генеративности, да, значит, возможности получения каких-то, собственно, результатов своей жизни, да, своего труда жизненного, да, и вот по возможности желательно, чтобы эти результаты радовали и соответствовали тому, как человек себе как бы их представлял и какие задачи он ставил. И, безусловно, если человек находится в состоянии стагнации, да, вот этого отрицательного полюса стагнации, застоя, то, в общем, действительно он нередко нуждается в психологической помощи, в каком-то консультировании, потому что ему зачастую очень важно осмыслить вообще, да, так сказать, что же с ним происходит, почему ему так зачастую, так сказать, нехорошо, плохо, трудно, почему он так не удовлетворен собой, в чем причины, в чем корни и что с этим можно сделать. Если мы с вами обратимся к последнему, завершающему 8-му периоду человеческой жизни, как ее описывает Эрик Эриксон, то это 8-й период — старость, которая в среднем наступает после 65 лет. Это вот тот возраст, который является достаточно таким типичным для очень многих стран в плане окончания активной трудовой деятельности, выхода на пенсию, выхода на покой. То есть человек уходит, как бы отходит, дистанцируется от такой вот активной профессиональной жизни, да, или от активной, так сказать, вовлеченности в какую-то семейную, так сказать, да, жизнь, вот воспитание детей, которые уже зачастую в этом возрасте человека, ну, вышли в самостоятельную жизнь и могут уже отделиться, да, вести самостоятельное существование. То есть вот возникает здесь вот этот вот синдром пустого гнезда, он и раньше может возникнуть, но здесь он достаточно типичен. И какая же задача здесь возникает в личностном развитии? Эриксон формулирует ее так, что, в общем-то, возникает задача интеграции всего своего жизненного пути, осмысления всего жизненного пути. Вот ситуация, когда человек пытается ответить на вопрос, имела ли моя жизнь смысл, насколько действительно я прожил или прожила свою жизнь вот с какой-то целью, насколько эта цель осуществилась, вот насколько действительно человек доволен своей жизнью. Да? Человек зачастую задает себе этот вопрос, насколько я доволен своей жизнью. И это как раз вот тот период, когда Эриксон отмечает, что вот эта самая идентичность, которая фактически начала формироваться еще с самого первого, так сказать, младенческого периода развития и продолжала формироваться, вот действительно вот такой вот важный взлет формирования идентичности имел место в подростково-юношеском возрасте, действительно очень важная веха, но дальше формирование идентичности, оно продолжалось. И здесь как раз Эриксон отмечает, что вот позитивный полюс разрешения этого кризиса – это действительно достижение вот этой целостности и интеграции, да, которая сопровождается вот некоторой такой жизненной мудростью. И вот эта вот интеграция идентичности, да, она связана с тем, что человек осмысляет, как бы вот так перебирает свою жизнь и ее события, и очень важно, чтобы он достиг некоторого такого вот результата, как бы такого интегративного результата, чтобы человек смог представить осмысленное целое своей жизни, включив туда не только его какие-то успехи и взлеты, да, но и какие-то провалы, падения, неудачи, которые, в общем-то, в жизни почти каждого человека имели место, и чтобы человек как бы нашел осмысленное место для всех событий своей жизни. Это, в общем-то, очень важная такая личностная задача, которую решает человек, вот уже достигнув вот этого пожилого и старческого возраста. И вот здесь, кроме вот этого позитивного полюса, в общем-то, мы видим, что действительно есть и негативный полюс. Его Эриксон обозначает как чувство отчаяния и чувство безысходности. То есть моя жизнь особого смысла не имела.
те цели, которых я хотел бы или хотела бы достичь, эти цели как-то передо мной стояли в молодости, да, их достичь не удалось, так сказать, полный неуспех по всем направлениям. И, в общем-то, это очень тяжелое состояние человека, зачастую это депрессивное состояние. И вот это вот, так сказать, опасность такая, да, вот это депрессивное состояние человека пожилого и старческого возраста, в общем-то, действительно может кончиться очень плохо, потому что есть определенный такой вот статистически выявленный возрастной пик самоубийств в вот как раз пожилом и старческом возрасте, и он приходится где-то на возраст около 65 там, лет и чуть-чуть больше. То есть это как раз то, что связано с тем, что человеку может быть трудно приспособиться к своему состоянию вне профессиональной деятельности, что человеку трудно как бы интегрировать свой жизненный путь и действительно увидеть свою жизнь как имеющую смысл. И вот в настоящее время действительно есть место активное развитие такого направления в практической психологии, как геронтопсихология, то есть это психология пожилого и старческого возраста. Есть геронтопсихологи, практикующие психотерапевты, которые как раз глубоко изучили все, что в теоретической психологии известно относительно вот таких типичных переживаний людей в пожилом и старческом возрасте, и которые как раз нацелены на то, чтобы помогать людям пережить вот тот кризис идентичности, да, который связан с как раз вот осмыслением своей жизни в целом, то есть тем, чем, собственно, занимается зачастую человек в этом возрасте. И вот если человеку трудно действительно осмыслить, если он самоопределяется ближе к вот этому полюсу отчаяния и безысходности, у него возникают различные, так сказать, компенсаторные реакции, как то там отрицание окружающего мира, обесценивание его, попытка относиться к нему пренебрежительно там, и так далее. Да, вот как бы такие негативные явления могут иметь место, такие вот ворчливые, да, вот, так сказать, пожилые люди. В общем-то, вот действительно это очень актуальная задача, и в частности во всевозможных там домах ветеранов, да, и каких-то вот таких вот приютах для пожилых людей. В общем-то, психологи, специализирующиеся на этом возрасте, они действительно имеют очень богатую ниву, да, для возделывания, потому что, конечно, помощь человеку в том, чтобы преодолеть вот этот кризис идентичности, да, она действительно может быть очень важна. То есть она может просто вот предотвратить какие-то очень тяжелые состояния у человека, да, и тяжелые депрессивные состояния, и даже какие-то попытки ухода из жизни. Вот мы с вами разобрали основную периодизацию, которую предлагает в рамках своей теории, эпигенетической теории развития личности Эрик Эриксон. И вот завершая наше вот это знакомство с этой теорией, я еще раз хочу повторить, что действительно для Эрика Эриксона вот те как бы границы возрастов, которые он здесь обозначил, они достаточно условны. То есть индивидуально у человека они могут варьировать. Кроме того, вот мы с вами уже говорили о так называемом трансцендировании. То есть человек может как бы вот внутренне, так сказать, да, в своем психологическом опыте как бы переходить от одного периода к другому, и как бы он может возвращаться к решению тех задач, которые, может быть, были недостаточно хорошо решены или не решены в предыдущие периоды развития в результате каких-то неблагоприятных обстоятельств. И в этом может и, так сказать, состоять помощь, скажем, психотерапевта. Иногда это происходит просто в результате того, что жизнь как бы дарит, да, вот какую-то ситуацию, в которой можно как-то дорешать кризис того или иного более раннего периода развития. И, безусловно, есть варианты, когда человек достигает некоторой мудрости гораздо раньше, чем вот он достигает вот этого пожилого или старческого возраста хронологически. То есть действительно есть люди мудрые в гораздо более раннем возрасте. И, в общем-то, вот это все действительно описывает
то многообразие, да, жизненных судеб людей, которые очень по-разному проходят вот эти кризисы с очень разными результатами. И вот в частности в ближайшее занятие мы с вами будем говорить о том, что продолжатели дела Эрика Эриксона, они в частности опираются вот на ту периодизацию, о которой мы сейчас говорили, и даже как бы условно выделяют некоторые, так сказать, вот градации по шкале в плане, так сказать, промежуточных позиций между двумя полюсами плюс и минус. И там, в частности, вот один из таких продолжателей дела Эрика Эриксона – это Джеймс Марсиа. Там, так сказать, выделяется вот 12 позиций, 6 ближе к плюсу, 6 ближе к минусу, от нуля, да, и таким образом получается всего, так сказать, 96 клеток, то есть 8 периодов, да, по 12 некоторых, так сказать, вот позиций на шкале, и в зависимости от этого можно уже как-то ориентироваться, да, в том, в каком состоянии находится человек, в какой степени он решил задачи возрастного развития на том или ином своем этапе жизненном, да, и, соответственно, оказывать более, так сказать, прицельно, да, психологическую помощь человеку в том, чтобы дорешать те задачи, которые оказались недостаточно хорошо решены у человека в процессе его жизни. На этом сегодняшнее занятие мы завершаем. Мы с вами как бы подвели итог вот основных представлений Эрика Эриксона. Далее мы продолжим обсуждать развитие человека в течение всего жизненного цикла, разберем то, что касается уже таких лонгитюдных исследований, эмпирических исследований, которые в некоторой степени позволяют детализировать представление Эрика Эриксона. Мы как раз будем тоже об этом говорить. Но сегодняшнее занятие у нас заканчивается. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.